На улице уже такая весенняя погода, солнышко светит, птички поют, хотя еще только начало февраля. Меня зовут Валентина, я живу в Германии, недавно мы купили здесь домик, и вот я рассказываю о жизни в Германии, в своем домике, о ремонте предстоящем, и в этом видео мы будем заниматься нашим садиком. Сейчас придется подготовиться, видите, я уже в спортивной одежде, чтобы идти в сад и ничего не мешало, было удобно, и придется сейчас завязать волосы, немножко обидно. Я сегодня так хорошо уложила волосы, но придется все это завязать, к сожалению, знаете, девушки меня поймут, когда получилась красивая прическа, но ее надо убрать. Ну, что поделать, главное, чтобы было удобно и ничего не мешало. И сейчас я вам еще покажу аккумуляторную пилу, которую мы купили, и в которой есть такая палка-удлинитель, чтобы можно было отпиливать ветки где-то по верхам. Вот такой небольшой обзорчик, и потом мы приступим к работам в саду. Ну что, поехали! Вот так вот выглядит эта пила. Она аккумуляторная от бренда Metabo. Мы решили взять именно Metabo, потому что у нее была ручка такая удлинитель, и можно ее использовать как отдельно независимую пилу, потому что либо были такие маленькие ручные пилы у других брендов, либо же это была пила именно уже на таком удлинителе на ручке, которая не снималась. И это единственная пила, которая была комбо 2 в 1, и к ней подходят аккумуляторы от нашего шуруповерта Metabo. Я не покупала дополнительных аккумуляторов, пока этих 2 хватает из комплекта, потом в будущем, может, и докупим, но пока мы экономим и пользуемся тем, что есть. Вот идеально сюда подходит этот аккумулятор. И все, можно работать уже пилой, главное не забыть снять защитный кожух и немножко добавить масла перед началом ее использования. А так это самая обычная пила, снимаете защиту и все. Можно уже работать. И давайте я покажу сразу же этот удлинитель, который надо использовать. С одной стороны мы ставим пилу, с другой стороны аккумулятор. Надо все это отцепить теперь. Снизу мы ставим аккумулятор. Так, здесь у нас прикрепляется сама пила. Так, поставили и закрутили. Ну и все, можно идти работать. Здесь есть петля такая, как накинуть можно на плечо, чтобы было это полегче делать. И она удлиняется до 1 метра 80 сантиметров. Почти 2 метра длиной будет эта пила. Будем отпиливать что-нибудь по верхам. Такая вот практичная вещичка оказалась. И давайте уже скорее пойдем пилить, уже не терпится. Мы спилили этот орех, который нам не нравился, что он над крышей. Надеюсь, слышно вам, потому что Артур еще пилит там кустики. Все мы запаковали в такие большие мешки, продаются в магазинах хозяйственных и садовых. Сверху я закидала все это листьями, и теперь мы это повезем утилизировать в специальный контейнер для сбора зелени. Он сегодня работает только, по-моему, 2 часа. Не, 4 часа, с 2 до 6 вроде как работает. И нам нужно будет все это сейчас отвезти. У нас сегодня такой же большой пакет есть. Мы сейчас это соберем и поедем отвозить, выкидывать все. И потом заново наполнять их. Все, поехали возить мусор. Нужно успеть в промежуток временной все это выкинуть. Вывезем сейчас. А много всякой зелени? А? Ладно, выкидывай. Хочу посмотреть, что там внутри. Смотри потом.
aber durch die Entwässerung bedingt auch gleichzeitig Все. Мы приехали в садовый центр, и Артур нашел тут свой инструмент кирку. Он из семьи шахтера, поэтому знакомый инструмент. Будем брать еще такой совок, чтобы убирать. Я думала насчет лопаты, но лопаты что-то дорогие. Эти лопаты по 56 евро. Вилла 45 евро стоит. Фотографии? Не на фотографии, только картина. Картина. Фермер с вилами. Похоже. Один в один. Пишите в комментариях, похоже, нет? Ладно, что-то пойдемся без лопаты, пока вот этой штукой поковыряю. Да я не буду покупать лопату за 55 евро. На 56 евро стоит. Тут 25 лет гарантии. Не надо. 25 лет. Ну, можно это... Серп. И молот. Серп есть, молота, кстати, не вижу. Мы вернулись из садового центра. Не купили мы лопату, не нашли. Купили только вот такой маленький совочек удобный, уличный, убирать все. И я купила еще такую метелку, чтобы можно было по верхам что-нибудь убирать, потому что большой шваброй не всегда удобно. И лопату мы так и не купили, за которой ехали, потому что она стоит очень дорого. В садовом центре лопата стоит 50 или 60 евро. Но это просто космические деньги за просто лопату. И мы потом съездим за лопатой в строительный магазин Хорнбах, скорее всего, в Нидерландах, потому что я в Хорнбахе нашла. Сейчас будет видно, нет на камеру. Вот такие грабли, и они из нескольких частей. Это вообще просто моя такая находка, моя любовь. Вот эти грабли состоят из 3 частей. Вот эти штучки, они прикрепляются сюда, и можно это делать, использовать как обычные самые грабли. Вот оно крепится с 2 сторон, такие большие широкие грабли. Но потом ты это отстегиваешь, это мне нравится потом листья собирать. И вот такие вот 2 загребала, которым действительно удобно перед домом, когда, знаете, налетели листья, по осени вообще так классно этим убираться. И это такая находка, эти грабли стоили не так уж и дорого, порядка 20 евро, 25, что-то такое в Нидерландах. И я вот хочу поехать в Нидерландах и посмотреть поэтому там лопату. Наверняка там будет что-нибудь недорогое, но интересненькое. И сейчас у меня по плану уборка вот этого сарая. Он у меня называется «Логово пауков», потому что там действительно просто нереально логово по осени было там. Даже было страшно подойти туда. Но сейчас там хранятся велосипеды, чтобы они под дождем не мокли, не портились. И, в принципе, за зиму немножко подвымерзли уже все там жители. И я хочу полностью расчистить этот сарай, подмести, все убрать, снять паутину. И после этого запшикать специальным средством от пауков. У меня есть такой супер ядреный, прям, не знаю, практически литровый, такой, не знаю, как... Такое литровое средство, в общем, большущий флакон, ну, ядреный, прям, знаете, долго остается запах. Я вот хочу этим средством залить хорошенько этот сарай, чтобы там в ближайшее время никто не поселился. И хочу пользоваться этим сараем полноценно, хранить там инструмент, инвентарь какой-то такой уличный, и будут там велосипеды храниться, в общем, чтобы не пропадал тоже сарай, а то, знаете, обидно пропадает, когда что-то местечко. И еще сейчас спилили ореховое дерево, вот за мной находится. То, что ветки падали на крышу к нам. Остальные я оставила, чтобы прикрываться немножко со станции, чтобы не было видно, что происходит тут у нас в садике. Так вот, после отпила этих веток мелкие части мы попилили, вывезли, но остались вот такие вот большие, в общем, кусочки, которые я хочу сохранить и потом использовать для какого-нибудь барбекю. У нас есть печечка здесь для барбекю, но у нас нету решетки для нее. И есть маленький мангальчик, нам, когда мы сюда заезжали, подарили ребята, который можно пользоваться маленьким мангальчиком. Я хочу оставить эти обрезки орехового дерева и потом сделать на них какой-нибудь гриль. Я думаю, получится вкусно. Конечно, я мечтаю о коптильне, может, когда-нибудь у нас появится и коптильня здесь. Вот мы купим с Артуром, чтобы коптить рыбку, представляете, на орехе. Рыбку покоптить, будет вообще объедение. Ну, конечно, эти мечты. Но я сохраню эти обрезки, сложу их аккуратненько в сарай. Они как раз подсохнут потом. Можно будет использовать их для гриля. И еще я не очень сейчас охотно готовлю дома, особенно такие пахучие какие-то продукты наподобие рыбы.
потому что у нас нету вытяжки. И так как кухня совмещенная с гостиной, запах стоит очень стойкий такой, все это впитывается сразу в ткани, запах. И мне кажется, что это уже никак не выветрить, то есть нужно помыть будет диван, постирать шторы, я хочу все это обновить, но все равно не хватает просто открытого окна, когда ты готовишь, запахи не уходят, и все это впитывается в окружающую среду, в общем, в мебель, и мне это безумно не нравится, поэтому я думаю, сейчас, когда будет хорошая погода, например, как сейчас, солнце светит, тепло, вот я в одной кофте, когда активно здесь работали, я вообще чуть ли не в одной футболке на улице находилась, и вот когда такая хорошая погода стоит на улице, солнышко светит, приятно здесь находиться, хочется готовить мне на улице, допустим, в выходные, когда выдалась классная погода, почему бы не приготовить что-нибудь здесь на мангале, какую-нибудь рыбку сделать на гриле, поджарить, овощи, в общем, думаю, выставить сюда столик уже со стульчиками и периодически готовить что-нибудь в садике. Вот. То что, зря, что ли, у нас свой сад. В будущем, конечно, я хочу летнюю кухню сделать. Ну, конечно, в будущем. Будем ко всему этому стремиться, но пока только наводим порядок и потом еще сделаем здесь еще заборчик. Сам покажу, какие у нас дыры здесь. Вот видите, за сарайчиком вот эта дыра, это уже улица. И там можно, в принципе, пролезть между веток и выбраться на дорогу. Здесь нет никакого забора вообще. И когда приезжал газовщик, он как раз-таки вот в эту щель пролезал газовщик, протягивал здесь кабель, чтобы попасть к нашему газовому хранилищу. Вот, так что я думаю, что этой весной мы все-таки поставим здесь заборчик, чтобы как-то чувствовать себя более комфортно на своей территории. Ну что, я буду приступать к работе. Сейчас покажу вам вблизи, как там все выглядит стрёмно. Так, сейчас повернется камера. Смотрите, так заходишь, тут просто все уляпано. Там вообще какое-то гнездо сидит, я не знаю, что за гнездо. Вот так все выглядит внутри в этом сарае. И вот здесь вот я все это хочу вычистить. Видите, прям оно все таким огромным слоем покрыто паутиной. Ну, порядок наведем сейчас. Все будет чистенько, аккуратненько. Сейчас, видите, листья на полу. Выгоним всех отсюда, и будет это наше пространство. Еще, смотрите, сюда плющ залазит. Уже все оккупирует всю территорию. Плющ прям подкрадывается из-за угла. Его, конечно, спиливать надо, срезать весь плющ. Он идет вот прям по периметру всего нашего участка. И даже, видите, вот там вот на вишню залазит. Это все вот это плющ. Конечно, это спиливать бы надо по-хорошему. Ладно. Продолжу дальше свою борьбу. У меня это интересная находка. Пока я разбиралась, я отодвинула вот эту дверь, которая стояла в углу. И за этой дверью я нашла... Сейчас она, правда, вся уляпана еще. Это, как я понимаю, электрокоса. Здесь вот выдвигается шнур. Но я не знаю, рабочая она или нет. Так на ней уже пауки живут. Сейчас я ее почищу и посмотрим, как вообще работает или нет. Но находка интересная. Black & Decker. Здесь популярная фирма в Германии. Интересненько, интересненько. Сейчас проверить, работает или нет. Так, я нашла удлинитель, подключила. Потом, конечно, надо будет розетку сделать из улицы, с дома на улицу. Но пока как есть. Сейчас подключим, посмотрим. Страшно. Как бы ничего тут сейчас я не коротнула. Угу. Проверка. Да, рабочая, смотрите, она работает. Леску поменять и готово. Круто. Отлично, нормальной мощности. Смотрите. Здесь, правда, нету травы, только плющ. Ну, вообще вещь классная, добротная. Посмотрите, в интернете сколько такая стоит. И докуплю к ней катушку и будем пользоваться. Ну что, находка огонь, я считаю. Не зря полезла в паучье логово.
Я сейчас буду заливать все вот этим вот средством, потому что я нашла там в углу каких-то жучков странных. Сейчас вам покажу. Я в маске, потому что там пыльно. Я не знаю, что это за жучки. Так. Вот такие, в общем, какие-то жучки непонятные. Артур говорит, они в сырости растут, они питаются бумагой, значит, листиками. Вот, то есть тоже по чуть-чуть, видите, расчищаю. Уже лучше становится. Ну, надо все это помыть. И вот находки. Швабру я нашла. Это какая-то лента, видимо, заклеивать дыры. Удобрения, 2 баночки. И вот по мелочи черенок лопата. Не черенок, господи, как это правильно называется. Сама лопата. Какие-то кусачки. Но все, конечно, заржавевшие. Мне кажется, этим уже сложно будет пользоваться. Скорее всего, это выкидывать придется. И шпатель еще. Зачем он там, конечно. Такие вот находки. Буду сейчас заливать все это средством. Потом дочищу. Но, конечно, преображается все. И сколько там много пыли, сколько паутин. Я думаю, если бы не сейчас, подождала бы еще несколько недель, когда, может, не неделя, а месяца через 2, если бы сюда полезла, то уже все было бы в пауках, потому что они потихоньку начинают просыпаться. И я бы не решилась до следующей зимы сюда лазить. Но сейчас продолжу, надо доделать. Если успеем, сегодня еще хочу сделать гриль. Но солнце уже садится, такое, видите, закатное. Красивый свет. Покажу вам закаты, какие у нас красивые. Там вот у нас закаты, вообще красота. Любуемся, там вот елочки соседские стоят, и закат всегда. А я поспешу, чтобы успеть закончить до захода солнца. В общем, обнаружено то, чего больше всего я боялась. Я нашла логово, где сидят эти большие пауки земляные. И оно находится под черепичной, такой, как под черепицей, в общем, где там остатки черепицы у нас. И там один как-то пережил зиму, я не знаю как, видимо, там было тепло. И вот мне нужно сейчас перевернуть, не разбив эту черепицу, и как-то его выгнать оттуда. Честно, страшно. Не знаю, получится показать вам или нет. Вообще, будет ли вам что-то видно там? Тук-тук-тук-тук. Сейчас будет страшная битва. Я боюсь ужасно. Ну, там где-то должен сидеть. А мне кажется, я его прибила, пока стаскивала. Да, вот он. Я его убила, пока стаскивала. Но может там еще один сидеть. Видите, как он большой. Все равно страшно. Вдруг там еще кто-то остался. Его товарищ. Ну что, я закончила, вскрыла это логово, где жили они все. И у них там были, в общем, закладки. Ой. В общем, уничтожила я это гнездо паучье. Все теперь чисто. Тут все это выношу, убираю, поливаю жидкостью. И, кстати, потом поменяю стеллажи. Я хочу купить металлический без таких вот прорезей, чтобы было видно, что на них лежит. В общем, будет поаккуратнее выглядеть. Сейчас доубираюсь и уже пора бежать, а то скоро стемнеет. Надо в магазин еще успеть. Решили устроить барбекю. Во дворе вчера я уголь купила, с трудом просто нашла. Артур разводит мангал. Нам подарили, когда мы сюда заезжали, друзья. Вот. И сейчас такой маленький мангальчик. Сейчас разгорится. Конечно, этот уголь я не очень люблю, но что поделать. У нас только такой вариант. Покажу, как получился сарайчик. Видите, чистенько прибралась. Теперь здесь стоит наше оборудование все. Поставила так дверку, прикрыла немножко. Можно спокойно выходить. И вчера все запшикало, но мне тоже паутина разошлась. Будем хранить. Еще хочу здесь маленький стеллажик купить. В этом продается в Икее. Потом поставим в уголочек. Будет стеллажик. А эти мне, конечно, вообще не нравятся. Я не знаю, их выкинуть надо, наверное, будет. Эти старые. В таком они состоянии все. Или мама предложила их почистить, помыть и на них какие-нибудь горшочки поставить.
Зажгли гриль, но пока еще играемся, потому что не всем понятно, Саня, как с этим углем быть. Я никогда особо не пользовалась, в основном всегда мы на даче в деревне разжигали обычные дрова, и с этого делали шашлычки, коптили, уже столик вынесли. Будет все у нас по красоте. Я поставила уже кабачки. Там уже делаются кабачочки. Первым делом овощи, а потом есть у нас такие свиные сосиски по типу купат, наверное, если кто-то России производит, и кусочек рыбки лосося. В общем, сейчас будем все это готовить. Надеюсь, что-то получится, потому что с этими углями как-то вообще странновато все это готовить. Вот, вообще, дайте какие-нибудь комментарии, как пользоваться правильно этими углями, как их разжигать. Я купила специально такие штучки для розжига, как войлочные, долгого горения, но все равно они не особо помогают, как будто бы. И я просто собрала под елкой сухостой, как он правильно, эти сухие веточки, и вот они нормально так распалили угли, чтобы те стали красными. В общем, такие применяю навыки выживания в лесу. Когда-то я даже могла разжечь костер с одной спички, были такие времена. А теперь вот барбекю на углях мы готовим. До чего докатились, конечно. Будем делать, посмотрим, что вообще получится и получится ли что-то у нас. Вот наш первый пикник. Приготовили хоть что-то. Конечно, заняло у нас, наверное, около часа приготовления, но что поделать, с опытом, со временем наберемся опыта, все придет. Не знаю, в общем, первый пикник в этом году в нашем саду. Сегодня такая чудесная погода, солнечная, комфортно вот даже так вот сидеть. Да, надо двигаться периодически, чтобы прям совсем не замерзнуть, но уже можно проводить время в садике. Так, открыли мы сезон барбекю. Ладно, будем кушать, пока все не остыло, а то с таким трудом досталась еда. Закончили мы наше барбекю первое в этом году. Сейчас покажу, какие я повесила лампы в наш сарайчик. Вот так вот они выглядят, совсем маленькие. Они на магнитах, и они снимаются. Вот, там крепежик. И они как бы работают здесь по датчику, но можно их просто так включить. Сейчас покажу внутри, включу. Так вот заходите. Тут можно свет включить, если что. Вот, и будет подсветка небольшая, чтобы видно было, что тут. Пока все поставила, потом стеллажик еще докуплю. Поставлю на автоматический режим. Все равно еще не до конца все вычистила. Надо будет, конечно, все тут подвычищать. Видите, еще висит паутинка. Надо будет еще раз пройтись. Но уже хотя бы я могу заходить сюда спокойно, оставлять инвентарь. И надо будет закатить завтра велосипеды. Вот, потому что обещаю эту неделю дождливую. Как раз, может, промоются вот эти стеллажики. И закончить надо будет с кустами. По поводу кустов. До меня только сегодня дошло. Артур вчера взял бензопилу, ну не бензопилу, это электропилу аккумуляторную, и пошел в дальний угол пилить. И я что-то не сакцентировалась, что он тут пилил, и он пилил мой куст красной смородиной. Вот здесь был куст крыжовника. Вот. Ладно, он был засохший. Я хотела пилить этот куст крыжовника, но там был куст красной смородины. Вот это от него то, что осталось от куста. Вот последние веточки остались кустика. Как мне обидно. Вот видите, теперь лежат здесь эти кусты. Потому что тем летом там такие гроздья были красной смородины. Я ее так люблю. Можно было насобирать, пироги напечь, варенье сделать. Был действительно большой, шикарный куст красной смородины. Если я найду фотографию с того лета, то я прикреплю. И мне теперь так безумно обидно за этот куст. Вообще, я просто очень расстроилась. Ну ничего, тогда выкорчуем то, что осталось, основание этого куста, и я посажу потом новые, когда мы уже закончим с садиком, потому что по плану вон там вот я хочу все сделать, когда газовые танкеры вытащим, будет все вдоль этой стены, это огород. Потому что вот здесь вот солнце как раз вот со второй половины дня сюда приходит и будет светить, и будет подсвечивать солнышком наши грядки. Вот, так как с этой стороны у нас деревья и все будет закрыто в тени, с этой стороны у нас будет стоять тепловой насос на месте этого куста. Этот куст мы спилим. Сарайчик пока оставим, потому что пока можно им пользоваться, чего выкидывать. И там тем более бетонный пол сделан, залит. Поэтому оставим все как есть.
И, конечно, еще хотелось бы, вот сейчас говорили с Артуром, хотели сделать зимний садик, но, наверное, просто сделаем тут козыречек такой стеклянный. Я видела, тем летом уже ближе к осени продаются. Можно до 1000 евро купить такой, как это, стеклянный козыречек, и под ним можно будет оставлять и мебель. В общем, это будет очень практично, даже если во время каких-то посиделок во дворе пойдет какой-то дождик покапает, можно будет спрятаться под этим козыречком. Вот, в общем, планы такие. Это, конечно, планы максимум. Но пока по чуть-чуть. Кстати, на этой неделе в среду везу еще вывозить вот эти мешки с ветками. Буду сама это все, наверное, выкидывать, потому что Артур на работе. И там, по-моему, с 4 до 6 будет контейнер в соседнем районе, буквально 5 минут от нас. И я еще не похвасталась своей покупкой. Это рекомендация большая от моей мамы была. Купить такой секатор. Сейчас он включится. И это вот такой вот аккумуляторный секатор, который, в общем, будет мне в помощь, потому что в прошлый раз, вот вчера, когда мы все это делали, да и до этого вот этот куст, который там был, я почти все, вот было еще таких вот 3 кучи. Это то, что уже Артур потом спилил пилой. А до этого было 3 таких кучи, уже вывезли. Я все пилила не пилой, а я просто срезала секатором. Но секатором, который такой, знаете, обычный ручной фискарский. У меня потом была огромная мозоль здесь вот на руке, потому что я все просто, целый куст просто обычным секатором обкоцала. И основание только уже Артур пилой спилил. И сейчас вот наконец-то будет помощник. Сберегу свои ручки. Давайте посмотрим, как он работает. Так. Вообще чудесная вещь, да? Ну, такой толщины, я думаю, 1,5 сантиметра где-то, оно спиливает. Вот такая вот толщина. Ну, нормально. Видите, конечно, у него раскрыв не очень большой, бывает и побольше, но я купила этот секатор всего за 19 евро в магазине «Акцион», поэтому я считаю, это просто находка. Будем пользоваться, потому что мелкие кусты пилой особо не попилишь. А еще я купила вот такую вот траву для того, чтобы засыпать немножко на участке, где у нас там мох, либо где такая земля открытая под кустами будет, чтобы не было такой сырости и травка там была. Еще купила вот такие вот семена цветочные. Думаю, тоже в уголочек вдоль забора, где сейчас вот это уродство находится за место куста. Такой прям участок некрасивый. Я думаю, засыпать. Летом будут красивые цветочки. А потом уже огородом, я думаю, это уже следующий год. В этом году вряд ли мы осилим вообще какой-то полноценный огород. Хоть бы с домом закончить. Поэтому пока засыпем так цветов. Немножко посыпем. Но в будущем, конечно, нужно вкладываться в участок. Все это разравнивать. Укладывать траву нормальную. Вот. Ну, пока как есть. Но погода, конечно, вообще чудесная. Я вот на улице в одном свитерке могу спокойно здесь находиться, что-то пошуршать, поделать. Как же я радуюсь солнышку. И вот эта зима в Германии, она, конечно, не сравнится с предыдущими зимами. Предыдущие 2 зимы я с таким трудом в Германии переживала, потому что снега не было, и были просто дожди. Если снег выпадал буквально на пару деньков, сразу таял. Сильнейшие просто дожди, серость, мрак. И вот это продолжалось очень долго, не знаю, месяца 4 или 5. И это действительно очень сильно утомляет. Это не сравнится с зимой в Петербурге, откуда я родом, где зима все-таки снежная в большей степени. Вот. Ну, приятно. У нас такой участочек, конечно, здесь красивый. Что-то зеленушка. Там вот закатное солнце, мы любуемся. Сосенки соседские тоже очень красивые стоят. И вот эта вишня наша. Я все жду, зацветет ли эта вишня или нет. Потому что вишня цветет очень-очень красиво. И представляете, если у меня будет во дворе такая красивейшая цветущая вишня, можно будет все это фотографировать, тут устраивать фотосессии под вишней. И не надо ехать в Японию любоваться сакурой. Все есть в своем дворе. Ну, давайте подождем, посмотрим, как это все будет. Пойдем уже отдыхать. Костром пропахли, конечно. Как будто бы мы в поход ходили. Придется сейчас все это еще стирать, стирку запускать.
Но пока условия есть, ничего страшного. Потом, конечно, когда время ремонта, придется убрать стиральную машинку, и вот тогда будет проблема что-то постирать. Ух, солнце такое яркое-яркое, конечно, замечательно. Все, пойдем отдыхать мы. Прошло пару дней. Сейчас уже начало, середина недели, и у нас будут опять вывозить мусор в соседнем районе, вот эти зеленую обрезь. И сейчас я поеду, отвезу. Надо сначала все это подготовить, ведь я делаю спортивное, потому что на улице дождь идет. Вот, кстати, эти пакеты, такие как, не знаю, мешки. И я, кстати, купила еще один такой пошире, думаю, будет поудобнее в этот широкий складывать. Я сейчас пойду в сад, все это наполню и потом вывезу. Я думаю, что не буду их наполнять до полной, поэтому я специально купила дополнительный пакет, потому что не хочу тоже надорвать пуп, таскать тяжести. Понемножку сейчас порежу веточек и съезжу, вывезу тоже, чтобы хоть по чуть-чуть. В субботу мы еще с Артуром продолжим этим заниматься, чтобы, знаете, тоже не простаивать. Что, помчали? Ну что, погодка прям шепчет, дождь такой нормальный идет. Тут я специально оделась, думаю, не промокну особо. Быстренько все доделаю. И еще, кстати, я специально взяла средства. Вот сюда залила из той большой бутылки средства от пауков. Я опрыскаю им входную дверь, чтобы пауки не залазили. Потому что, я думаю, вы видели уже в коротких видео в шортсах, какой паук большой залез. Вот, не хочу такого повторения, поэтому обработаю быстренько. Так как мне кажется, вот здесь есть такой угол. Сейчас переверну камеру. Кричат, как она плохо работает. В этом углу у нас, вот видите, пакеты выкинула из окна. Лежат листья. Я уже немножко поворошила их. И когда в прошлый раз я здесь их ворошила, мне кажется, я разобрала какие-то гнезда вот этих пауков. И здесь, видите, много такого, в общем, перегноя. Мне кажется, они живут где-то там. Отлично их среда, там тепленько, под листиками, уютно, в уголочке, ветра нет. Дождя нет, и они здесь, скорее всего, где-то живут. И я вот сейчас опять поворошу это логово и обшикаю около дома все, окна, двери, попшикаю все средством от пауков, чтобы они у меня никуда не пролезли. План таков. Пойду проверю, как там, кстати, обстоят дела в сарае. Все отлично, мне кажется. Чистенько, приятненько. Видите, здесь у нас стоят велосипедики. Не, слушайте, я проделала такую работу не зря. Я тут шуршала пару часиков, все это разбирала. И сейчас все мы так возьмем инструменты, лопату и грабли и пойдем убираться. Ай. Потом, конечно, видите, это вот все тут нужно убирать. Сука, завалено листьев. Все вот это вот чистить, вывозить, потому что там где-то надо будет забор ставить. Надо, конечно, перед этим все это разобрать будет. Ладно, буду приступать к работам. Время не ждет, как говорится. Я только вернулась, вывезла я эти пакеты, очистила. Оказывается, было не в соседнем районе, где мы вот в воскресенье или в субботу вывозили, в субботу, да. Оказывается, я приехала туда, такая, смотрю, там никого нету. Перехожу смотреть информацию, там оказывается, что этот контейнер, он по четным и нечетным неделям в разных местах стоит. А я это не посмотрела, как бы, ну и что, приехала, в общем, контейнера нет, такая, что делать? Не повезу же сюда обратно. В общем, контейнер был еще в соседнем районе, ближе к городу. Ну, 7 минут на машинке, в общем, поехала. Там дядечка такой очень грустил один, стоял. Никто, конечно, в такую погоду, смотрите, какая. Просто дождь, мрак, еще люди с работы, наверное, только едут. И я приехала, все это выкинула быстренько, он мне помог. Он тяжелые пакеты эти сам помог и выкинул их за меня. В общем, за что ему большое спасибо, конечно. Вот, в общем, через неделю, в среду, он будет стоять уже в том же районе, где и в субботу. В общем, все не так-то просто оказывается. Вот, и хотите прикол, я уехала, и я оставила камеру просто стоять во дворе. Просто оставила камеру, такая еще думаю, блин, не случится вообще. Как бы достаточно безопасно в Германии, твоя территория, никто не заходит, но все равно это российское ёкает. И сейчас, в общем, все это вывезла, буду обшикивать быстренько от пауков. И сейчас покажу, что у меня получилось, какой результат.
Начнем давайте с результата. Это прочищала трубы, не трубы, это водосточную трубу. Осталось у меня валяется, надо убрать будет. Ой, потом. Вот видите, даже слив есть. Это вот выход, задний выход из нашего дома в садик из коридора. И здесь такая приспущенная площадка немножко ниже земли, ниже уровня земли. И здесь есть слив. Конечно, я хочу его вскрыть, почистить. Здесь все вот это убрать, расчистить и заново все это залить. Потому что, видите, все в трещинках уже. Пакеты вот я вывезла. И смотрите, как эта куча ушла. Получится прикрепить? Нет, то, что до было, и то, что стало. И оказывается, тут под всем этим, видите, камешки лежат. И если вы я думала, что вот это вот земля тут, но это не земля, это все вот это корни. Это все корни, старые листья, и вот все вот это, что я отковыривала. Все здесь было покрыто такими корнями. Я по максимуму все это отковыряла, подубрала. Конечно, вот надо все это еще убирать. Но мне уже было тяжело пакеты тащить, поэтому не стала. В углу была чья-то норка, скорее всего, мышек. Видите, такие как пенопласт или что-то такое. В общем, там, видимо, кто-то прятался и даже пытался прогрызть немножко. Вот, поубирала. И у меня сломалась, согнулась вот эта вот лопата. Вообще-то не лопата, это совок. И он у меня погнулся, я его обратно выпрямила. И он теперь разгибается, сгибается, разгибается постоянно. 6 евро за это отдали, и такая вот фигня. Но я довольна. Смотрите, как здесь сразу все подочистилось. Потом вот этот куст спилю. Наверное, в субботу с Артуром еще поубираемся. Остались тут еще вот эти ветки. Я все-таки не смогла всю эту кучу разобрать, потому что надо пилу принести. Это слишком большие части куста, мне их не разломать секатором было. И вот здесь чуть-чуть кучка осталась. В принципе, основное я вывезла. В следующий раз это уже вывезем. Потому что у нас легковая машина и не влазит ничего. У меня 3 пакета этих больших было. В принципе, 3 пакета, да, вообще оптимально. Но больше в машину не влезет. И поэтому будем возить каждую недельку по 3 пакетика, либо по 6, если на неделе будет получаться, потому что я через неделю уже выхожу на работу. Да, обратно возвращаюсь работать и буду работать 6 дней в неделю. Такие вот делишки. Ладно, пойду я быстренько убираться, все доделывать, сейчас уже стемнеет. Кому было интересно, не забудьте поставить лайк, подписаться. И на этом канале будет еще больше выходить видео про то, как мы обустраиваем дом, обустраиваем наш садик. Так что подписывайтесь, оставайтесь и до скорых встреч. Пока-пока!